Друзья, всем привет! Очередное видео. Ну что, сегодня рыбачить не будем, сегодня будем готовить. Сегодня такой небольшой кулинарный влог будет. Сегодня будем готовить простой, но очень вкусный шашлык. Решил заснять этот процесс весь от начала до конца. Думаю, будет полезным, поскольку пару видео на канале есть приготовление. Ну, там приготовление чисто из рыбы было. Вот, ну и думаю, изредка такие вот видео записывать. Кстати, напишите в комментариях, как вообще такой формат кулинарный вам интересно смотреть или неинтересно будет. Ну, чтобы знать, не тратить свое время. Ну а перед тем, друзья, как начать приготовление нашего шашлыка, немножко давайте расскажу. Готовил я шашлык, ну, похожим рецептом, но чуть по-другому. Ну, а в том году приезжал один хороший наш друг, много кто его в Беларуси знает, это Алексей. Тебе большой привет. К сожалению, живет не в Беларуси, живет в Мурманской области, город Апатиты. Так что всем привет, кто нас знает в Апатитах. Вот. Будем сегодня готовить мясо, вкусный шашлык по вашему рецепту. У Алексея много знакомых, кто работает в ресторанах. Вот, и он поделился вот этим рецептом. Вот. К сожалению, не удалось нам заснять, но где-то раза два, наверное, три точно готовили, и все, кто заседал на нашей беседочке, были довольны шашлыком, и поэтому, поскольку есть время, думаю, запишу, будет данный рецепт полезен. Так что давайте начнем процесс приготовления вкусного шашлыка, друзья. Ну, друзья, процесс приготовления шашлыка начинаю вот с такой пищевой пленки. Здесь стол, застелил в 3 ряда на стол, чтобы было удобно разлаживать наше готовое мясо. Ну, для чего это покажу позже, там уже будет понятно. Мясо, друзья, у нас свинина. Для шашлыка лучше всего подходит это шея. Ну, если шеи нету, там можно какую-нибудь лопаточную часть взять. Но сколько раз пробовали брать лопаточную, ну, да, заходит тоже, но лучше всего шея, все-таки шея мягкая. Меньше всякого жира, всяких этих волокон. Так что лучше отжалеть денег, да, стоит, конечно, но лучше шея. Выгрузил, друзья, наше мясо на разделочную доску. Беру обычно где-то 4 килограмма. 4 килограмма это, в принципе, достаточно. Вот, сейчас возьмем наш ножик, нарежем наше мясо. Покажу, на какие куски, чтобы было понятно. И расскажу, почему именно вот такие куски я режу для нашего шашлыка. В общем, беру где-то вот шея приблизительно, не приблизительно, а вот на такие куски нарезаю мясо. Полностью сейчас резать не буду, чтобы видео было покороче. Вот, нарезаю вот на такие куски и приблизительно вот на такие куски режу. Вот. Ну, чтоб в руку, как где-то с теннисный шарик. Почему, друзья, вот делаю такие куски? Во-первых, если мы сделаем мелкий кусок, он у нас быстро сгорит на огне, станет сухой, будет невкусный. Ну а если большой, уже не прожарится. Вот такой кусок порционный для шашлыка самый оптимальный. Сейчас я нарежу наше полностью мясо, разложу и покажу, что с ним делать дальше. Ну все, друзья, вот наше мясо нарезано. Расстелил на нашу, как и говорил, пленку пищевую заготовленную. Сейчас вот лук есть. Лука как бы много и мало тоже. Не надо брать. Где-то, ну, 4-5 головок больших. Ну, тут у меня и поменьше есть. Вот, ну, где-то 4 головки будет. Сейчас мы пошинкуем наш лучок. Вот. И далее будем добавлять наши все ингредиенты, чтобы наше мясо стало вкусное и красивое. Так что сейчас подрежем лучка и начнем заниматься маринадом. По луку, друзья, все просто. Берем и нарезаем
полукольцами. Желательно помельче, чтобы было нам проще выдавливать наш сок для нашего мяса. Показывать, друзья, не буду. Вот так нарезаем наш лучок. Думаю, тут все понятно. Ну все, друзья, наш лук порезали. Теперь приступаем к маринаду нашего мяса. Итак, друзья, для нашего маринада нам потребуется крупная соль, черный перец, цитрон, базилик и паприка сладкая. Все это самое необходимое для того, чтобы наше мясо получилось красивым и, самое главное, вкусным. Первым делом это берем крупную соль. Покажу на одном кусочке. В общем, берем вот кусочек, посыпаем с одной стороны немножко и переворачиваем на вторую. Тоже немножко посыпаем солью. Желательно соль брать, хотел сказать соленую, крупную, чтобы не пересолить. Мелкой можно пересолить. Но смотрите сами. Кто-то больше добавляет, кто-то меньше. Ну, желательно попробовать на вкус. Но когда мы делали с Алексеем, брали немножко с одной стороны и со второй. Этого достаточно. Сейчас я проделаю это со всеми нашими кусочками и расскажу, что делаем дальше. В общем, все, друзья. Посолили, вот можете видеть наше мясо. Сейчас вот у меня как раз тут остались остатки нашей паприки. Как раз нам хватит этого. В принципе, паприка, ну, у нас больше дает для нашего шашлыка цвет, чтобы он такой румянистый был. Вот. Но испортить паприкой мы не сможем наше мясо, но сильно тоже много ингредиентов, точнее не ингредиентов, много сыпать тоже не надо. Все должно быть в меру. Сейчас также возьму, посыплю нашу паприку на наше мясо. Достаточно с одной стороны, не как солью. И покажу, что делаем далее с другими ингредиентами. Вот, друзья, вот такое мяско у нас получается. Вот, посыпал наши кусочки. И ни много ни мало, которая паприка просыпалась на нашу пищевую пленку. Ничего страшного, мы все равно это будем перемешивать потом. Сейчас берем наш цитрон с базиликом. Цитрончик, базилик. Берем много, там тоже не надо. Ну, паприки чуть добавил, нашел в другой пачке. Берем вот цитрончик, базилик. Обязательно, чтобы наши травки начали действовать. Вот так их растираем на ладошками. И вот так посыпаем на каждый кусочек сверху. Если и просыпется где там, повторюсь, на пленку, ничего страшного. Вот так посыпаем на каждый кусок. Далее, друзья, берем наш лук и давим, выдавливаем с него сок на получается, на наше мясо. Выжимаем сок. Вот, и вот остальной лук бросаем на наше мясо. Основной маринад это будет у нас лук. На луке никакого, ни на минералке, ни на какой, ни на уксусе. На луке простой, но очень вкусный рецепт. Сейчас я, в общем, все это выдавлю хорошенько на наше мясо. И после того, как выдавлю, все это перемешаю. Снимать одному неудобно. И покажу уже готовый вариант. Там еще пару нюансов есть, так что смотрите, не переключайтесь. Без них шашлык не получится вкусным у вас, если пропустите эти ингредиенты. Ну все, лук я наш выдавил. Берем вот так наше мясо и сгребаем в кучу и перемешиваем. Но смотрите, друзья, аккуратно, не надо там
сжать наше мясо там так в кулаке. Вот, нежно, пальчиками. Все вот наше мяско вот так перемешиваем до однородной массы, чтобы наше мясо перемешалось со всеми специями, с этим нашим луком, соком от лука. Вот, для этого и пленка удобна. Вот, смотрите, мяско у нас уже такое становится красивое, красненькое. Вот, цвет поменяло, уже, наверное, видите. Вот, смотрите, какие красивые кусочки. Вот. Все, перемешали. Ну, а теперь сейчас, друзья, добавим сюда немножко растительного масла. Вот, растительное масло добавляю для того, чтобы наше мясо покрылось пленочкой, да, растительным маслом. Плюс растительное масло, как идет растворитель у нас, хорошо растворяет все специи наши. И при этом весь вкус, аромат, сок закупорит наше масло. Сейчас добавлю немножко масла. Прям с бутылки. Так, немножко вот так полью. Этого будет достаточно. Надеюсь, будет завтра всем вкусно. Завтра должны заехать в гости с Латвии. Уже не первый раз заезжают. Хорошо, что наша страна такая дружелюбная. Всех пускает. Вот, надеюсь, этот год еще не закроют для всех границы. Вот. Канал «На рыбалку для души» заедет завтра опять в гости. Владимир, надеюсь, после этой встречи будет нам хорошо на утро. Вот. Так что готовлюсь с вечера. Кто не смотрел канал, ссылку оставлю, может посмотрите. Тоже Володя там ловит, как и я, по-простому, на озерах, реках, на Двине тоже. И снимает все на камеру. Вот. Все, друзья, перемешал наше мясо. Аромат вообще огонь. Вот так должно получиться. Вот. Вот такие кусочки у нас. Так, фокус, чтоб словил. Вот. Вроде были большие кусочки, а сейчас вот уже и поменьше. А ужарится еще поменьше. А будем делать, если бы маленькими, будут сухие и невкусные. Вот, все. Сейчас, друзья, беру тару и еще покажу один момент. Это тоже очень важный. В общем, друзья, все. Перегрузил наше мясо в глубокую кастрюлю. И чтобы у нас мясо было сочное, нежное при жарке, не стало сухим на выходе, как будем употреблять, чтобы было, повторюсь, сочное и мягкое, да, нужно сделать простое действие, взять, добавлять сейчас кипяченой воды сюда понемножку, но добавлять до тех пор, пока наше мясо будет брать эту воду, ну, по-простому пить. Сейчас на дне, я не знаю, будет видно или нет, вот там, видите, все сухо. Сейчас я налью туда воды и покажу вам. Беру обычную кипяченую воду и выливаю вот такую кружку. Сколько тут? Грамм 200, наверное, 250. Вот, можете видеть у нас сколько воды. И не сжимая, не надо давить наше мясо. Вот так просто перемешиваю в нашей кастрюле. Смотрите, какое наше мясо красивое стало. Да, друзья, все. Вот этой кружки мне хватило на вот эту кастрюльку. Вот это такой секретный ингредиент, водичка, который делает наше мясо сочным и вкусным. Так что смотрите сами. Ну все, друзья, вот наше готовое мясо. Отправляется мариноваться. Маринуется, если кому побыстрее надо, 2-3 часа. Уже оно будет пригодно к
к приготовлению. Можно уже разжигать мангал будет и жарить. Но желательно, чтобы постояло больше. Я всегда делаю с вечера. И уже на следующее утро или обед начинаю готовить. Мясо у нас полежит. Хорошенько промаринуется. Ну все, отправляю, друзья, в прохладное место мариноваться. Ну а завтра с вами разведем мангальчик и приготовим, покажу, как жарю вообще, какие нюансы. Вот при жарке есть, поскольку много смотрю, кто допускает ошибок кое-каких. Вот, но и покажу уже, конечно же, готовый результат. Так что, друзья, все, перемещаемся в завтрашний день. Вот и настал вечер. Шашлычок практически мариновался сутки. Первым делом, перед тем, как начать жарить, развел костер. Нужно хорошенько прокалить мангал наш. Вот, чтобы нагрелся металл, прохладно на улице. Ну и сейчас переместимся в беседку. Покажу, что там делаем дальше с шашлыком. Тут, друзья, пока идет подготовка. Здесь такая тарелочка. Это лаваш. Пока весь выгрузил, делаем потом, как уже будет готов шашлык, берем, застилаем низ, ложим готовый шашлык, ну и уже сверху накрываем, ну это потом покажу. Шампура наши подготовились. Также вот тут закрыл пленкой пищевой. Ну и вот наш, друзья, готовый шашлычок. Аромат просто бомба. Ну и сейчас будем насаживать на наши шампура, готовить для жарки. Ну, процесс тут, друзья, насаживания мяса простой. Желательно, конечно, делать все на шампурах. Вот. Ну, кто-то на барбекю делает, но нормальный шашлык, друзья, делают на шампурах, поскольку наш шампур нагревается и мясо наше также прожаривает внутри. Ничего сложного нет. Берем наши замечательные ароматные кусочки, насаживаем, плотно друг другу не делаем, просто много кто, я знаю, делают плотно, но немножко вот так оставляем, вот, чтобы все прожарилось. Да, еще нюанс такой, вот этот лук, остатки я убираю, потому что будет подгорать, нам это не надо, наш лук уже выполнил свою роль маринада, вот. Много кто делает, знает, нарезаю кольцами, насаживают и жарят. Ну, мне так не нравится, подгорает. Ну, в общем, вот, друзья, готовый вариант. Тут еще немножко есть кусочки лука. Сейчас уберу. Вот так у нас получается наш шашлычок выглядит на шампуре. Также сейчас насаживаем это полностью и идем жарить. В принципе, процесс понятен. Ничего сложного. В принципе, все понятно. Ну, в общем, все, ребят, вечереет, начинает темнеть, освещение уже не стал доставать. С фонариком, если качество будет чуть похуже, ну, извиняйте, ну, подтяну на монтажке, будет посветлее. В общем, прогорели наши угли. Много вижу, кто жарит шашлыки, делают такую ошибку. Начинает жарить, наше, получается, мясо начинает жариться, ну, жир, который есть, начинает капать и, бывает, разгорается. Наши угли начинают гореть огнем, и много кто заливает с бутылки с водой. Ни в коем случае делать этого не надо, поскольку мы собьем жар. Допустим, здесь будет хороший жар, а здесь мы притушим, и шашлыки наши не будут равномерно жариться. Вот, лучше всего взять там в начале, перед тем, как готовим, ну или уже потом посыпать солью, и соль не даст разгораться в общем огню. Еще получается, когда жарим, вот здесь между шампурами оставляем расстояние, плотно не ложим, чтобы наш костер дышал, вот, и жар проходил полностью через наше мясо. Вот, то есть, чтобы костер дышал. Ну и вот по этому рецепту минут 20-25 готовим. И да, друзья, забыл добавить, самое главное, часто не ворочаем. Вот сейчас положили, минуты 3-5 пройдет, и переворачиваем на следующую сторону. И так в течение 20-25 минут ворочаем наше мясо. Прошло у нас, поставил секундомер, не знаю, будет видно, 7 минут прошло, даже больше, я сразу не поставил его. И вот такая красота у нас получается. Вот, где-то через 3 минуты переворачиваю, вот такой же румяненький
шашлычок получается. Ну и самое главное, еще забыл добавить полный контроль. Никуда не отходим, потому что бывает отходит, разгорается огонь и подгорает шашлык. Ах, друзья, ну вот наш готовый шашлык. Сейчас будем снимать наши кусочки на наш лаваш. Ох, красота. Снимем сейчас кусочки полностью и покажу вам уже, как получился наш шашлычок. Ну что, друзья, вот наш готовый вариант шашлычка. Смотрите, какой красивый. Освещение не очень в беседке. Вот, сейчас хочу быстренько заснять, и надо подавать к столу. Вот. Сейчас покажу вам кусочки мяса, какие они сочные получились. Наш кусочек мяса, руки все в жире. Вот, смотрите, какое нежное мяско получилось. Сейчас попробуем. Да, бомба. Вот. Сейчас это все дело, чтобы не остыло, ну и все пропиталось лавашом. Сейчас накроем. Вот так это будет все выглядеть в накрытом виде. И отправиться домой. Ну что, друзья, пора завершать видео. Скоро должны подъехать гости. Как раз сейчас наш лавашек пропитается шашлычком нашим, и будет бомба. Так что, если данное видео вам понравилось, поставим палец вверх, напишем свой комментарий. Ну а вам я, как всегда, пожелаю счастья, здоровья, любви. Ну и до новых встреч. Пока.